Что за шахматный беспредел? Атака на короля и битва, которая заставит переживать фанатов Надирбека и фанатов Винсента Кемера. В рамках Гранд Чес Тур Супер Блиц Рапид, который стартанул сегодня в Хорватии, встречаются два тяжеловеса своих стран. Топовый немец и один из топовых шахматистов Узбекистана. Надирбек Абдусадоров, шестой шахматист, запихает пешечку Е4, чтобы проучить немецкого Кемера английским началом, как союзники в 44-м. Е5 отвечает Винсент, конь С3, следует агрессивный выпад слонины на поле Б4. Конь Д5! Пошла конина атаковать этого неприятного слона. Заставляем его отступить в туман назад. Отступать на F8 не камильфо, ибо зачем тогда вообще ходил слоном, чтобы вывести коня на D5 или что? Если вам, ребята, мешают субтитры, я предлагаю их отключить в настройках этого видео. Это YouTube тебе их впаривает, не я. Я впариваю тебе только контент, который ты смотришь и лайкаешь. Надирбек развивает коня на поле F3. Можно, конечно, пушнуть слегонца этого коня на поле F3. Если пушнуть, например, тогда конина на D4 в центре. Можно еще пушнуть вот так, но тогда конь E5, уже угроза конь C7. Тогда надо ставить коня на край доски, а конь на краю доски хуже, чем дочь в сауне. Поэтому, ну, вы понимаете. Несолидная игра будет. Поэтому пушить этого коня никто не собирается. Кемер играет D6, открывает диагональ своему белопольному слону, развивается и потихоньку подготавливает ту самую атаку на Надирбека на позицию белого короля. D4 на. Предлагаем пушнуть этого коня. Пешка E4. Ведется немец на нашу провокацию. Конь D2. Нападаем на пешечку E4. И, конечно же, надо ее укреплять. Дерзкий выпад пешки F позволяет через несколько ходов после того, как Абдусадоров сделает рокировку, пихнуть ее вперед и зацепиться за позицию белого короля, который будет рокернутый. Е3. Надо как-то развивать своего белопольника, чтобы рокернуться. Конь F6 и конь Е7. Не выдержал Абдусадоров напряжения. Решил украсть слона. Ведь конь маленькая фигура. Сколько он там весит? 200 килограмм. А слон несколько тонн. Поэтому мясо надо забирать. Надольше хватит. Ферзь Е7 и Б4. Агрессивный выпад на ферзевом фланге. Немножко сыграет потом против Надирбека. С одной стороны, он как бы захватывает пространство своими фешками, а со второй стороны позволяет вот этому вот Винсенту немножко агрессировать ситуацию. А рокировку ушел немец, слон Е2, А6, в рокировку ушел Абдусадоров. И вот как раз с момента рокировки белого короля начинается свистопляска, активные поиски Сидора. Кто из двух окажется Сидором? Давайте будем посмотреть. Развивает Кемер своего коня на поле С6, нападает на пешечку Б4. Именно поэтому Абдусадоров играет ладья b1, чтобы защитить пешечку b4. Слон d7. Развитие а4. Пошел вперед, напихаем немцу, как деды в 45-м. Шутка. Конь d8. Отступает конина. И d5 пошел. Фиксируем поля c6, e6, чтобы не стал конина на поле e6. Но конина встает на поле f7. Сидейка перевести его на поле e5. Компьютер маркирует этот ход как ошибочка, мистейк, error. Что же надо было играть? Можно было бы сыграть ферзям на поле e8, чтобы ферзя перевести потом на g6, где-то постреливать на поле g2. Ну да ладно, конь f7 сыграно, ничего плохого нет. Но почему ошибка? Потому слон b2 берет слон под прицел поле e5. Если же конина сюда стрибанет скотина на поле e5, ее можно просто будет вырубить. Скотина на e5 и ходом a5 Абдусадоров захватывает пространство окончательно. Ферзевой фланг под контролем надежного шахматиста, который не подведет или не подводил раньше. Ладья Е8. Винсент фиксирует, фокусирует и делегирует свои фигуры на королевский фланг. Сейчас начнется свистопляска. Активно поедет пешка на F4 и туда куда-то. Ферзь B3 пошел. Ошибка за Надирбека. Лучше было бы как-то ферзя оставить поближе. Сыграть на выжидание. Слон D4, например. Слон D4, там ферзь F7. И просто король H1 для профилактики. Что-то можно было бы сделать. Потом F4 как-то. Ну да ладно, кто мы такие, чтобы обсуждать
обсуждать ходы великих гроссмейстеров. Да, согласен, если еще не подписан, подписку надо прямо сейчас оформить. Кому-то не нравится, что я клянчу свою подписку, но ведь я для вас делаю контент. А подписаться вам ничего не стоит, нажать на кнопку и все, и лайк поставить, а мне приятно. Конина на G4 подготавливает Винсент выпад ферзя на поле H4, чтобы сделать просто Матильду в 1. Ходом H3 этого коня надо прогнать, чтобы он легенько съебался. H3 и ферзь F4. Жертвует Винсент этого коня, но тут, наверное, и лоху понятно, что если забрать этого коня, последует жопа. G4 забирает пешечка и угрожает взятие конем на поле F3. Надо будет брать коня, потом защиты от мата не будет. Например, если сейчас не вырубить этого коня, сыграть как-то по-рагульски, последует конь F3. И теперь, если ты берешь тут, последует взятие. И на взятие сюда последует ладья F3. После чего подвисает конь на E4. И если сейчас сыграть, например, как-то вот сюда напасть на ладью, мат в 2 хода. Ферзь G5, король сюда, ладья H3. Поэтому белым надо быть очень аккуратно. Как никогда, как гинекологу надо быть аккуратным и точным, как ювелиру. F4. Ошибочка от Надирбека. Этот забирает на проходе. Оно и понятно. Нельзя, чтобы этот конина свалил куда-то в туман. Слон F3 забрал. Конь F6 отступает. И следует ход от Надирбека. Ферзь C3. Чтобы как-то рентгеном посматривать на мат на поле G7. Тогда G5. Этот мужчина, который в топах немецких рейтингов, штурмует пешкой на поле G5. Слон отступает на E2. Пешка идет на G4. Крепость Абдусадорова немножко взята в осаду, поэтому надо принимать какие-то действия. Сначала ферзь d4, чтобы не допустить взятия на поле h3. Ферзь просто вольнет на поле h4. Но конь h5 следует от немца. Конь f3 брать по-прежнему нельзя из-за того, что висит ферзь на поле h4. Конь g3. Ошибается Кемер, и надо было бы как-то наказать его за ошибку. Но ничего лучше тут нет. Просто как забрать этого ферзя, получить шах и после король h2, как было в партии, забрать сюда на d4. Надирбек забирает слоном. Что же мы имеем? Ничего черные не имеют с материала, но у них есть слегка лучшая позиция. Есть активные действия f4. Белый конь, непонятный полупокер на поле h4. И еще падает пешка на поле c4. Следует ладья c1. Отдает Надирбек еще одну пешку на поле e3, но эта пешка нам как бы не интересна, если ее забрать на e3. Ладья c7 вот здесь в обжорный ряд запрыгивает, как я в бассейн в жару. Слон b5 страхует Кемер своего коня, hg, fg и король g3. Нас ожидает поучительный, интереснейший эндшпиль, где Надирбек будет защищаться белыми фигурами. Анонс без качества. И что из этого получится, нам надо посмотреть. Ладья f7. Угрожает Кемер сдвоиться по линии f и войти сюда как-то по беспределу. Ладья e1, конь d2, напал на ладью, уводит ладью на c1, шах получает Надирбек, король отступает, ладья f8 уже сдвоился, и есть некоторые моменты. Что же это за моменты? Давайте посмотрим. Король сюда пошел, запрыгивает конина на поле g3 с желанием сделать вилку на поле e2, но Надирбек игнорирует это все дело, он играет по первой линии компьютера e4, позволяет сделать вилку. А что же будет, если сделать вилку сейчас? Забрал, сделал вилку, забрал, и конь f5. Нету качества, нету пешки, но вы посмотрите, какой конь. Угрожает шах на поле a6, после чего нет никакой защиты. Если отступить ладьей сюда, получается просто мат в 1 ход. Вот так вот неожиданно, как понос, может случиться беда. Поэтому вилка на e2 это полная туфта. Ладья e8 сюда аккуратненько. Вилку сейчас не делаем. e5 задвигает Надирбек. Забрал и конь e2. Вот сейчас в этой редакции, когда слон атакован, вилку делать уже можно. Приходится забрать на поле e2, слон e2 и слон c7. За качество Надирбек получает почет и уважение. И маленькую проходимую пешку проходимца на поле d6. Ладья e4 этот же сразу пытается активизировать и своровать пешку на поле b4. Слон g3, коня надо защищать, или угрожало какие-то там движения пешки на g3. Ладейка сюда на c4, ладейка на e1 напал на слона, и сейчас начинается месиво без качества.
Ребята играют на флажках. Кстати, контроль 25 минут с добавлением. Это у нас рапид. d6 идет пешка вперед под уверенной защитой слонины. Конь сюда, ладья сюда, ладья сюда, король h2. И вот здесь ничего пока интересного не происходит. Кеймир пытается подразменяться. Ладья сюда c5, ладья f1. Уже мат тут висит. Поэтому ладья c8 на сюда, сюда, сюда. Ладья e7, король d5. Бить слона на поле e2 нельзя из-за мата в один ход. Надо отводить своего слона, чтобы не получить мат. Надо открывать королю черную дырочку. Слон e5 играет на дербег, чтобы сдрыснуть сюда королем на поле g3. Слон b5. Черным необходимо просто реализовать свое преимущество. Но как оно будет, будем посмотреть. Король g3, ладья e1 и конь f5. Вроде бы жертвует своего слона на поле e5 на дербег, но есть один нюанс. Есть пешка d7, после чего надо делать промежуточный шаг. Точно играет немец. Король h4 и слон d7. Фигуру надо возвращать. Ладья d7 шаг. Отступить на поле e4 нельзя. Из-за поля e4 будет шаг. И если отступить на f4, будет шах. Тогда надо отступать только на e3, будет шах. И ладейка падает. А если падает ладейка, упадут еще пешки. И белые уже могут победить после таких фаршированных голубцов. Поэтому ладья d7, и после чего Кеймер играет четко, королем на c4. Получает шах, сюда отступает. Король бьет пешку на g4 и h5. Брать пешку на h5 нельзя из-за того, что упадет коник. Это все понятно. Король идет на f4, атакует ладью. Ладья b5 атакует пешку, причем угрожает скушать эту пешку с шахом. Дальше следует конь e3, позволяет сделать шах. Конечно же, если забрать ладьей, ничего плохого нет. Но Кеймер берет королем. Король e4, атакуем ладью d3, ладья d2, ладья c1, ладья d8. Кстати, на этом турнире играет также действующий чемпион мира Кукеш Дамараджо. И завтра или послезавтра, или даже сегодня, смотря когда ты смотришь это видео, или уже была сыграна партия Абдусадоров Кукеш. Принципиальное сражение, так что подписывайся, я обзор сделаю по-любому. Конь c4, после этого хода на дербег сдался, ибо же ладья c5 заканчивает эту партию. Можно сделать шаг, потерять коня, но после потери этого коня получается хуйня. До новых встреч. Кликай по конечной заставке, бро.